Всем добрый день, это компания Venteo, меня зовут Руслан. В этом видео мы будем рассказывать про веб-интерфейс сервера Venteo и знакомиться с его ключевыми особенностями. После того, как вы ввели логин и пароль, вы попадаете на главную страницу веб-интерфейса. С левой стороны находятся вкладки «Абоненты», «Конференции», «Расписание», «Отчеты», «Система» и «Веб-клиент». Про веб-клиент мы рассказывали в одном из наших прошлых видео, а остальные вкладки рассмотрим подробнее. Но прежде несколько слов про главную страницу. Здесь собрана сводная информация по всем параметрам сервера. Остановимся на некоторых ключевых моментах. В строке лицензии, если у вас, например, временная лицензия, то вы можете контролировать то количество времени действия лицензии, которое у вас осталось. Еще один немаловажный пункт – это загрузка сервера. Если у вас большое количество участников конференции, то загрузка свыше 70-75% уже является предельно допустимой, и превышать ее весьма нежелательно. Свободное место жесткого диска, его нужно обязательно мониторить, поскольку если вы делаете запись конференции, то сохраняется она непосредственно на локальном хранилище сервера. Особенно нужно быть внимательным с включенным ползунком P2P, здесь в настройках сервера, вот здесь. При включенном ползунке у вас будут записываться все звонки, в том числе и внутренние, так что место у вас может закончиться очень быстро, и вы даже не будете знать почему. Для описания следующей функции рассмотрим небольшой пример. Допустим, в вашей конференции вдруг начало сыпаться качество. Все распадается на пиксели, появился квакающий звук и так далее. Так вот, зайдя под своим логином и паролем, можно нажать вот сюда, где написано «Ширина канала», и посмотреть, какая скорость интернета у вас в данный момент. Возможно, в этом и кроется причина возникшей проблемы. Следующий пункт – активные веб-трансляции. Рядом находится управление конференцией. Здесь расположены все конференции, запущенные в настоящий момент. Также можно посмотреть количество общих участников в конференции и то количество участников, которое подключено к конференции в настоящее время. Последний пункт – анонимные конференции. Они также отображаются списком, и здесь есть немаловажный нюанс. Если в настройках сервера в подключении анонимов вы включите ползунок «Создавать анонимные комнаты», при этом сервер у вас смотрит в интернет, то очень быстро спамеры замусорят вам весь сервер, при этом у вас крайне быстро кончатся лицензии. Также из полезных примочек чуть ниже график загрузки сети. Здесь можно видеть загрузку и оперативно реагировать, если вдруг у нас просел канал. Это все, что касается главной страницы. Переходим к вкладкам слева. Первая вкладка – «Абоненты».